Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео сделаем необычную работу. Куколку-ландыш из фетра в вот такой очаровательной шапочке. Для работы мне понадобится фетр белый и два оттенка зеленого. Из отрезка размером 6 на 14 сантиметров делаем юбочку-цветок. По всей длине отрезка делаем отметки на расстоянии примерно 1 сантиметр. Закругляем фетр в области сделанных отметок. Край обрабатываем зажигалкой. Немного его растягиваю. Склеиваем края юбочки в стык с помощью небольшой полосы фетра. Собираем на нить. Из отрезка размером 6 на 9 сантиметров и основы диаметром 3 сантиметра делаем опору для нашей куколки. Соединяем края таким же образом. Приклеиваемая полоса должна быть короче ширины отрезка, так как оба края в дальнейшем мы будем прошивать. Если попадет клей, сделать это будет немного сложнее. Далее пришиваем основу. Используем петельный шов. Заполняем наполнителем. Собираем на нить. Склеиваем обе части. Вырежем воротничок из отрезка зеленого фетра размером 1,5 на 8 сантиметров. Зубчики вырезаю с немного закругленными краями. Собираем на нить. Приклеиваем. Из эластичной трикотажной ткани сделаем голову. В интернете такую ткань чаще всего можно встретить под названием трикотаж для кукол. Мне понадобится круг диаметром 6 сантиметров. Собираем на нить. Заполняем наполнителем. С помощью бумаги измеряем размер головы. Складываем бумагу наполовину.
Прижимаем голову, по краю очерчиваем изогнутую линию. Шаблон шапочки готов. Переносим его на фетр. Прошиваем край яркими нитками, используя все тот же петельный или обметочный шов. Сшиваем края шапочки. Пришиваем шапочку к голове. Вначале один край, затем внахлёст или встык второй. Прижимаем шов к низу, делаем 2 разреза. Срезаем лишний фетр. Получилось вот такое окошко, через него мы оформим личико. Прошиваем глазки, делаем углубление. Для волос использую нить потолще, подойдут любые нитки для вязания. Карандаш для румянца и перманентные маркеры для глазок и ротика. Если внутри осталось свободное пространство, заполняем его наполнителем. Приклеиваем низ шапочки. Остается сделать листик с ландышем. Использую фигурные ножницы. Склеиваем цветочек.
Для ножки мне понадобится проволока и полоса из фетра. Оклеиваю проволоку фетром, можно также использовать нитки. Ровный край цветочка заправляю внутрь. Капелькой клея приклеиваю проволоку. Край листика сшиваю. Приклеиваем голову. Приклеиваем листик. Вот такие очаровательные малыши-ландыши у меня получились. Благодарю за внимание, скоро увидимся, пока!